обещая продолжить тематику исторического и культурного ревизионизма в следующих роликах. С нетерпением буду ждать на ваши отзывы в комментариях. Думаете, что с таким человеком, который так досконально изучает это, можно спорить? Вы думаете, что меня можно переиграть? Что меня можно уничтожить? Нет. Приветствую, товарищи! Наконец-то мы прорвались к вам сквозь дебри обстоятельств. Дорвались таки до нашего бложика-матюгальника. Безумно рад наконец-то возобновить вещание. Спасибо большое всем, кто ждал, помнил и поминал незлым тихим. Ну а те, кто не ждал, уж извините, мы таки приперлись. Сынок, реклама закончилась! 9-й выпуск ошибок хотелось бы исполнить в духе литературных этюдов из подполья. И поговорим мы про псевдолитературоведов и руки, которые при их прослушивании тянутся, если не к Браунингу, то к пузырьку седативных таблов. Тематикой нашего сегодняшнего выпуска будет культурный шок. Что это такое? Понятие, конечно, крайне растяжимое. И каждый его, услышав, естественно, вложит в данное определение собственное представление и восприятие. Ну вот взять хотя бы себя любимого. Казалось бы, еще недавно был школяром, да, смотрел по ящику. А тут оказалось вдруг, что ты уже старый дед, а рушничок уже взрослый. Зараза. Впрочем, этот культурный шок со знаком плюс. В нынешнее это время, дай пролетарский Аллах каждому так шокироваться. А вот реальный культ-шок с эффектом порвавшегося пукана, многократного травмоопасного фейспалма вызвал у меня ролик небезызвестной Дианы Панченко, которая нынче весьма успешно расправила перепончатые крылья популярности. Причем, судя по всему, как в украинском, так и в российском сегменте Ютуба. А? Как тут? Друзья, запомните, у меня нет и у меня не было задачи вам понравиться. Друзья, запомните. Приступим врешті-решт. Ролик многообещающе интригует уже одним своим заглавием. Как литература влияет на наше будущее? Могут ли украинцы жить хорошо? Вводная часть не менее потужна. Почему одни народы живут хорошо, а другие не очень? Дело ведь не только в географическом положении или ресурсах. У Японии, например, с этим не лучше всех. Дело еще и в менталитете, который тоже действительно зависит от географии, но не только от нее. Господи Иисусе. Почему мы, украинцы, живем так плохо? Власть скажет, потому что сосед плохой. Но я, друзья, предлагаю вам подумать. Подумать это строго хорошо и даже приветствуется. Над чем же призывают поразмышлять? И в этом видео на примере школьной программы по литературе и самых популярных произведений современной украинской литературы я покажу вам, друзья, почему мы живем так плохо. То, что вы только что сказали. Еще раз. Школьная программа украинской литературы плюс примеры «Суть укрылит» сучасной украинской литературы равно разгадка нашей социально-экономической жопы. Что ж, это звучит, если не зловеще тупо, то согласитесь, весьма, скажем так, помягче, эксцентрично. Я уже говорила, я продукт современной Украины, потому что училась в современной украинской школе. По школьной программе, которая предполагала, например, что на изучение Шевченко был отведен целый год, весь 9 класс. И что же мне как школьнику пытались заложить в курсе украинской литературы? Понимание красоты, духовности, стремление к познанию? Не совсем. Стремление к страданию. Are you ready for pain? Are you ready for suffering? If the answer is yes, then you're ready for... That's the ticket. No pain, no gain. Главное, что я запомнила из курса украинской литературы, это что мы, украинцы, всегда и повсюду, испокон веков, страдали. После такого мощного утверждения у меня даже раскрылась варежка. Но за этим последовала оговорка. Но персонажей с трагической судьбой хватает и в русской, и в английской, и французской литературе. Но не успел я варежку захлопнуть, как мне уже преподнесли целую лопату откровений и открытий. Ведь разница так и есть.
Можете себе представить? А разница вот в чем. Человек в произведениях украинских авторов – безвольная жертва. От такої, неймовірно. Несчастная страна! Несчастный народ! Впрочем, неважно, ибо дальше Панченко берется за наше все, за Тараса Григорьевича Шевченко. И образ Украины жертвы культивировался у основоположника, как принято считать, украинского языка и литературы у Тараса Шевченка. Еней був парубок моторний и хлопець хоч куди козак. Кстати, если мне не изменяет память, Энеиду мы проходили в том же таки 9 классе, в котором Диана Витальевна и ее бедные несчастные сверстники целый год зубрили одного только Шевченко. И образ Украины жертвы культивировался у Тараса Шевченка. Вот оно чё, Пихалыч. Это Тарас Григорьевич стоит у истоков культа страдальчества, нытья и поведенческой модели безвольной жертвы, истерички. Угу. От Тараса Григорьевича мы такого, конечно, не ожидали. Було колись панували, та більше не будем. Цієї слави козацької повік не забудем. Ну или вот еще. В багні колодою гнилою валятись, старітися гниць, умерти й сліду не покинуть на обікраденій землі. О, горе, горенько мені! Оптимистично, правда? То, что нужно для девятиклассника. Малолетний дебил – это состояние мозга, которое с возрастом в паспорте никак не связано. Хотя от нашего великого классика ведущая немного убегает в сторону Афанасия Яковлевича Рудченко. Главные герои в прозе тоже обязательно страдают. Вся их жизнь – мучительная дорога к смерти. Как, например, в произведении Панаса Мирного «Повія», Да, ему надо было назвать «Женщина с пониженной социальной ответственностью». которая родилась в селе, уехала в город, стала проституткой, заболела сифилисом, и лицо ее было изуродовано болезнью. Вот вам цитата. «І кріпаки живуть на землі, а не під землею», – подумала Приська, погадала. За неї її сирітська доля гола, боса і простоволоса, а попереду нужда та недостачі, довічна робота на чужих, довічна праця. Добре, поки є здоров'я, поки є сила, а як занедужа. І що ми закладываем в детские умы, постоянно культивируя позицию жертвы? Блять. А вот Диану Витальевну, хотя бы уже во время записи передачи и во время непосредственной декламации данного фрагмента, а также ее команду редакторов, которая подбирала цитаты, не смутило определение «крепостные». В этом отношении маленький пример, как в том же искусстве говноинтерпретаций упражняются те, на кого в том числе направлен мощный обличительный пафос госпожи Панченко. Украинская Википедия, прости меня, даль, статейка про роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні», над которым Панас Мирный работал 4 года, с 1872 по 1875. В разделе «Идейно-тематическое содержание» указано: сучасні літературознавці визначають тему роману як зображений на широкому суспільному тлі життєпис злочинця Чіпки від його народження до ув'язнення на каторгу. Цікаво, що в радянських підручниках і посібниках дещо інакше формулювали тему цього твору. Цитата: «Зображення життя та боротьби українського селянства проти соціального гноблення, зокрема кріпосництва та його залишків, напередодні під час проведення реформ, що розпочалися у 1861 році». Ти ба, от такої, які формулювання. Вы типа за правду, что ли? Действительно, цікаві, я бы сказал, экзотические даже, да, крайне диковинные формулировки в этих ваших советских учебниках. Впрочем, составителям данной статьи на Википедии уже можно чугунный памятник у вокзала оставить. Только за то, что вообще упомянули, как там и чего в этих ваших советских учебниках когда-то писали. Хотя бы у читающего есть возможность сравнить описание этой мотивации с той говномотивацией, которую предлагают сучасні українські літературознавці. Как видим, методология у сучасных литературознавцев и у не менее современной, да не хуже сведущей в литературе Дианы Панченко примерно на одном интеллектуально-эволюционном уровне. Повія и «Хіба ревуть воли, як ясла повні», как и сам Панас Мирный, вне пространства и времени, вне исторического контекста, вне социально-экономического строя эпохи, вне политических процессов, вне общественных движений. Закономерный результат
результат – субъективно-идеалистический бред, который поощряет дремучий обскурантизм и тотальное оболванивание масс. При относительно умелом массированном ретранслировании подобное инфошарлатанство можно облекать в заготовки или формы некоего политического дискурса. Если вам что-нибудь пытаются рассказать и о чем-то громко кричат, но помещают эту информацию в контекстуальный вакуум, 99,9% вас хотят обмануть. Ну и вообще вот эта вот стилистика дергания разных цитат, их интерпретирования и применения лично меня раздражает. Здравствуйте, я Андрей Афанасьев, это программа «Русский ответ». Ивашек надо дурить. Без одурачивания Ивашек мы власть не захватим. А на Россию мне наплевать. Приводить две разных цитаты без указания источника, да еще и выдавая их за одну, это не просто вранье, это шулерство. You're goddamn right. Мало того, что некоторые фрагменты не всегда понятно, откуда точно натасканы, из какого произведения, какому персонажу принадлежат, в каких обстоятельствах они им были высказаны. Не говоря уже про, например, в какое время и в каком социально-историческом контексте непосредственно творил автор. Вновь обойдя грубые выражения, но вот такие вот приемчики, это, конечно, детский сад, штаны на лямках. Hello, comrades. Today we learn how to be tolerant in foreign countries. Начнем. 1, 2, Polizei, 3. У нас вот Юкио Мисима, японская, кончила жизнь самоубийством. Это японцам всем присуще. Жизненную статистику, кстати, ну это две знаменитые, да? То есть это не генозложно, это ментальное. Это про этих там. Я ваш вождь, ваш вперед смотрящий. Смотрите, вот еще самоуверенность, наглость также. Они хотят нас уничтожить и переиграть. Очевидно, это все из-за японцев. Ну, возьмем что-то из эмиграции, Боков, защита ужина. Что тут у нас? Ужин за шахматной доской. Только поменьше, а потом еще меньше и так далее. Бесконечное число раз. Самоуничижение. Отвратительная часть, мерзкая. И, естественно, мы понимаем в связи с чем это. Иван Кундера, ну что посмотрим, что... Понравится? Мне уже нравится, но мне сейчас не нравится. Сиюминутность, вспышки, порыв, страсть. Беспредметная, беспринципная. А вот о каких можно, о чем можно вообще вести беседу с этими людьми? Ну, вы понимаете, как они никогда не будут жить лучше, меньше, сейчас, это не ко мне. Ветренность. Это все и все у них заложено в истории, в книгах заложено, и это все передается генетически на ментальном уровне. Это Вильяма Шекспира. Вокруг тебя стремительно витает огонь и воздух, ты их не гони. И страсть, и дерзновенность представляют надежные посланники мои. А делегирование – это отказ от собственной ответственности. Делегирование – нежелание двигать судьбу вперед. О каком будущем у англичан можно говорить? Они думали, что если нас переиграет, но они сами себя уничтожили. Итало Кальвино. Каждая из двух историй двигалась к своей развязке. Дуализм, шизофрения, естественно, конечно. Ну так раньше жил и так и будет жить. Это все очевидно, и так и живут целые народы, и целые эпохи проживают. Михаил Лермонтов. Ужасающие черты, которые присущи этому этносу, этому народу. Печальный демон, дух изгнания. Они изгнаны из рая и отчаянно ищут туда возможности вернуться. Это зло, это истинное, искреннее зло. Весь свет про это знает. Вот это, пожалуй, самая отвратительная народность. О ней говорит их литература, которую и так специально заставляют учить в школах, и они так и учат ее, потому что иначе невозможно. Иначе невозможно. Как можно что-то услышать другое с последней парты? А если вы не верите, вот это уже то, что увидела свет мрачных углов Бастилии. В общем, вы все поняли. Злоупотребление рандомными цитатками, кстати, сыграет злую шутку, но об этом чуть ниже. Почти все произведения украинских классиков про обделенных судьбой селян, плывущих по реке страданий и боли. Как, например, у еще одного классика Ивана Франко. Если вы приводите какие-то аргументы, то вы должны их доказывать. А если аргументы привожу я, то я вам ничего не должен. Все вы должны
Но, конечно, украинская литература — это в первую очередь о ненависти к России. С первого класса в изучении пословиц «З москалем дружи, а камень за пазухой держи» и все последующие 10 лет нам говорили, что во всех наших бедах виновата Россия. Им все равно, не важно, это про этих там. Немое охреневание прошло не сразу, ибо в угоду своей причудливой, если не сказать погрубее, логике повествования госпожа Панченко сделала из Шевченко и Франко матерейших, оголтелых русофобов и убер-ненавистников России. Соответствующий фрагмент видоса называется «Ненависть к России как основа». За Тараса Григорьевича молвить не буду, это потянет на отдельное видео. Тут бы это доделать. Я лишь настойчиво и категорически порекомендую видео литературоведов здравого человека, где товарищ Жуков и товарищ Майснер, не гнушаясь принципа историзма и просто в теснейшей кооперации с логикой и здравым смыслом, раскрывают фигуру Тараса Григорьевича в контексте ответки на пропагандистскую говноподелку российской официальной пропаганды. Поздравляю вас, граждане-пропагандисты. Это, наверное, абсолютное днище. Еще раз. Все герои украинской литературы – страдальцы. У всех в силу обстоятельств трагическая судьба. И имя этому обстоятельству – Россия, которая, по мнению вышеупомянутого классика Франко, грязь на краях Европы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Еще раз. И имя этому обстоятельству – Россия, которая, по мнению вышеупомянутого классика Франко, грязь на краях Європи. Багно гнилеє між країв Європи, покрите цвіллю, зеленю густою, розсаднице недумства і застою, Росіє, де лиш ти поставиш стопи, повзе облуда, здирство, плач народу, лиш гать і слизь росте, міцніє в тобі, свобідний дух або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі. Over the line! Сломався. Багно гнилеє між країв Європи, покрите цвіллю, зеленю густою, розсаднице недоумства і застою. О, Австріє, де ти поставиш стопи? Повзе облуда, здирство, плач народу, цвіте бездушність, наче плісінь з муру. Ти тиснеш і кричиш: даю свободу, дереш шкуру й мовиш: двигаю культуру. Ти не січеш, не б'єш, в Сибір не шлеш, лиш мов упир із серця соки ссеш. Багно твоє лиш серце й душу дусить. Фрэнк, разве ты этого не видел? Что? Ах, да. Корм для кошек 2 килограмма за $1. Отлично. А как это у вас так получается? Вместо Австрии Россия. Во-первых, странно, что в современном варианте стиха никого вообще не смутило, что болото Россия, то бишь Российская империя, это некое болото между краями Европы. Ну что вы, у Ивана Яковлевича все в порядке с географией и с местоположением империи Габсбургов и со здравым смыслом. А вот явные проблемы с ориентацией у безропотных потребителей подделки. Во-вторых, пассаж «ты не сечешь, не бьешь, в Сибирь не шлешь». Это как так-то? В Российской империи без ссылок в Сибирь? Что это за секретные документы такие? Еретики. Странное противопоставление. Особенно если учесть, что изобличать империю Романовых Иван Яковлевич принялся, сидя в тюрячке в империи Габсбургов. Поверь мне на слово, это место меняет человека. Неужели? Каким же образом? Раньше я был белым. Впрочем, а что тут такого? Где вы вообще это взяли? Это уже второй вопрос, где вы это взяли. Отдельного спин-оффа вполне себе заслуживает сюжет происхождения стихотворного подлога. Зачем нужно было из Ивана Франко делать какого-то оголтелого карикатурного русофоба? Это не праздный вопрос. Дабы сильно не растягивать хронометраж, позвольте ограничиться общей выжимкой и резюме. Патриотические патриоты из радикальной группировки ортодоксально-патриотического литературознавства уже не первый год промышляют своими черными делами. Изнасилование классических произведений пошлым осовремениванием, разбойные нападения на логику, особо тяжкие увечья здравомыслию и так далее. Последней заметной жертвой группировки стал стих Павла Тычины «Я утверждаюсь», где Тевтония незамысловато превратилась в Московию и так далее. Начал находить этот вариант на сайтах разной степени помойности. И что интересно, оказалось, что правду о настоящем, подлинном виде произведения Тычины донес нам свет наш Виктор Андреевич Ющенко.
символ слогана «Мертвые пчелы не гудут». Вот насколько нужно быть отбитым, чтобы писать, что это оригинальный текст стиха, сука, извините, 1943 года. Не надо только из тычины и украинцев делать шизофреников. Я не знаю ни одного романа или повести классической украинской литературы из школьной программы, которая побуждала бы стремление к прекрасному. Ой, что же делать, что же делать? Может, блять, загуглить. Короче, 90-й годі ультраоппозиционер Панченко типа громит установки ультрапатриотистов, беззастенчиво оперируя их же жалкими подделками, которые эти же говноделы-патриотисты клепают в своих пропагандистских целях, осовременивая в кавычках классиков и нагло ретушируя всякие неконъюнктурные нынче незручности, вроде таких мелочей, как социалистические взгляды Франко. Конфуз со стихом, пожалуй, вряд ли является нарочным искажением и злонамеренной побрехенькой. Фейк просто уж очень пришелся кстати и в масть в контексте ключевых посылов видеоролика госпожи Панченко. А что, если нужно, то из Франко можно сделать пещерного русофоба, а из Шевченко адепта культа инфантильных обиженок. Ну а из Пушкіна шовініста, людоєда і врага української нації. Пушкін, це я цитую Вахтанга Кебеладзе, українського філософа, людину, яку я поважаю. А от він назвав Пушкіна російським фашистом, який дуже шовіністично висловлювався по відношенню до народів Кавказу, по відношенню до українців. Він був пропагандистом Російської імперії. Таким же пропагандистом, по суті, як зараз є Скабєєва. Просто вони в різних форматах несли свою пропаганду. Цим він і займався. Або той же Лермонтов, як він возвеличував злочини російських солдатів. Стільки текстів світової літератури, які краще розкривають, що відбувалося. Булгаков перебуває поза контекстом. Булгаков не є знаковим автором ні для кого, крім людей, котрі дрочать на Булгакова. Или про Пушкина это другое, потому что это отрыгнул Стерненко, а не Панченко. Заметьте. Дальше больше и не менее забористо. И не только про Франко. Однозначно рекомендую, кстати, к просмотру эту видеоподделку от Дианы Панченко и ко. И самостоятельному да полному ознакомлению с сим 16-минутным попурри из всякого нехорошего, чтобы тут не ругаться еще больше. Короче, мы тут из-под шконки бескомпромиссно изобличали художество всяких суч-укр-литераторов, кожухов и национал-стурбованных, оголтелых культурологов. Вот и Панченко, считаю, абсолютно заслуженно постигла такая же участь. У нас длинные руки. Никто не уйдет безнаказанным за то, что он засирает мозги. Такая моя политика. У меня нет никаких личных претензий и неприязни к Диане Витальевне. Мои конские предъявы ноунейма касаются только того, что она конкретно изрекает на широкую аудиторию соотечественников. Претензии у меня есть и к тому, в каком амплуа она вещает. Диана Панченко неоднократно, и этот ролик не исключение, акцентирует внимание на своем профессион де фуа и многолетнем стаже в профессии. Я 15 лет работаю в медиа и понимаю, как с помощью технологий управлять людьми. Вообще что-то заигрались. Заигрались многие и по-разному. Каким бы смешным и нелепым это ни казалось, а проработав почти столько же в том же цеху, лично мне кажется, что это накладывает на вещателя дополнительную ответственность. Пусть это самое вещание и ведется в форме некого личного бложика канала Паблик, обсер с липовыми стихами и надерганными цитатками, это скорее, во-первых, о квалификации и профессионализме, до банальной грамотности и общем уровне эрудиции, как самой ведущей канала, так и команды, которая готовит ей материал. Что у вас происходит? Во-вторых, это говорит об отношении к своей аудитории, которую весь творческий коллектив во главе с Панченко считают приемлемым кормить с лопаты секретными сонетами. А в-третьих, как известно, творец в своем произведении говорит про самого себя. Но главное, что такого рода контент – это попытки удовлетворить все сильнее и отчаяние нарастающий спрос народных масс на некую позитивную программу. Это если вкратце и образно. Понятно, что опционал идеи войны до победного конца, в каком виде, где конец и что считать победой, впрочем, до сих пор не ясно. Воспринимается и потребляется массами все хуже и хуже, неохотнее и без
бездейственного усвоения. Есть спрос условно на что-то другое. Это нарастающий спрос отражает динамику преломления общего положения дел и настроений, а также приближает потенциальный момент революционного или, если угодно, некоего перелома ситуации. Состоится ли он быстрее или в отложенной перспективе? А будет он уж точно. Зависит во многом от качества массового запроса на условное меню позитивной программы. И со своей стороны лично ваш покорный слуга призывает всех и каждого не удовлетворяться подачей с лопаты известной субстанции, каких бы сортов и какими флагами не была декорирована и приукрашена. Читайте, товарищи граждане, классику и всякие умные книги. Учитесь, учитесь, учитесь и будьте бдительны. Это, конечно, никому не дает стопроцентной гарантии и полного иммунитета, но существенно снижает риски отложения мозговых слизней. Какими болтунами не исполнялась симфония чепухи и ария тупизны, ушлыми или не очень шарлатанами, симпатичными или не очень, приятными или гадкообразными, злокозненными или просто скудоумно вредными. Ведь смотреть надо не на личность и на персоналии, а вникать в суть вещаемого, да, продвигаемого. Короче, Дмитрий Георгиевич, наш любимый, добавил бы: никому верить нельзя, мне можно. До встречи, товариші. Далі неодмінно так і буде. Не люди наші вороги, хоч люди гонять нас і судять, і запирають до тюрми, і висміюють нас, і гудять. Бо люди що? Каміння те, котре розбурхана весною, валами котить і несе, ріка розлита я з собою. Не в людях зло, а в путах тих, котрі незримими вузлами скрутили сильних і слабких з їх мукою і їх ділами. Мов лаокон серед змій, так люд увесь в тих путах в'ється. Ох! І коли ж той скрут страшний на тілі велетня порветься.